Всем привет! Вы на канале Время вязать. Сегодня мы с вами будем вязать круглую кокетку. Пряжу можно взять любую, какая вам нравится. Я буду вот из такой красивой бобиной пряжи вязать. Здесь у меня полушерсть с люрексом. И добавлю тоненькую ниточку мериноса, чтобы для прочности. Метраж у меня получается 100 грамм 500 метров. Спицы я беру 3,5. И плотность моего вязания. Я связала образец небольшой. Правда, я его не стирала. Но бобинная пряжа, она не меняется особо. Я уже много раз из нее вязала. Вот. И в 1 сантиметре у меня получается 2 петли. Кокетка у меня будет вообще, вы можете связать ее на любой размер. Набираем на спицы 105 петель. Одна у нас получается для соединения в круг, а вообще нам надо набрать кратно 3. Набирайте не туго, слабо. Вообще любым удобным способом, да, но не сильно затягивайте вот между ними, чтобы у вас голова прошла. Я вот так набираю 105 петель. Итак, набрали 105 петель. Теперь ровно вот так выравниваем. Спицы, кстати, я взяла 40-ку, длина 40, чтобы у нас, очень удобно ими вязать сначала. Потом, конечно, больше будет петель, и мы будем уже переходить на другие спицы. На 60, на 80. Так, соединяем мы вязание наше. Вот мы ровно, видите, поставили все, чтобы не перекрутилось. С левой спицы перекидываем на правую. И с правой на левую накидываем. И ниточки затягиваем. Итак, соединили в круг. Ставим маркер. И начинаем вязать. Первый ряд мы вяжем все петли лицевыми. Вот таким вот образом вяжете до конца ряда. Вот сюда, до маркера. Итак, смотрите, довязали до конца ряда, перебрасываем маркер и вяжем. Смотрите, второй ряд, смотрите, как вяжем. 3 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, опять 3 лицевые, накид. И так вы вяжете до конца ряда, до маркера. Закончить вы должны накидом. Довязали до конца. Теперь мы вяжем ряд просто лицевыми. И накид мы вяжем тоже лицевой, вот таким образом, чтобы у нас была небольшая дырочка. Вот, перекручивать не надо, просто вот так вот провязывайте накид. Вот, смотрите, вот такие у нас дырочки получаются. И так вяжите до конца все петли лицевыми. Довязали до конца ряда.
теперь мы будем делать дорожку. Смотрите, маркер перебросили и вяжем. Одна лицевая, вторая лицевая, предыдущую мы на нее набрасываем и, не снимая с петли, мы ее провязываем еще раз. Дальше следующая лицевая, предыдущую мы накидываем на нее, да, протягиваем как бы петлю, вытягиваем и провязываем ее еще раз. Опять лицевая, предыдущую накидываем, вот она у нас на этой спице налево, и еще раз ее провязываем. Опять лицевая, предыдущую накидываем и провязываем еще раз. Как бы мы петли провязываем по 2 раза. Смотрите, лицевую, да, провязываем, предыдущую мы на нее набрасываем, так вот перекидываем и в нее еще раз провязываем петлю потихонечку, не торопясь, и все получится. Смотрите, получается вот такая вот у нас дорожка. Еще раз покажу. Провязываем лицевой, предыдущую на нее набрасываем. Затянулась. Вот так вот набрасываем и провязываем еще раз. Опять лицевая, предыдущую на нее набрасываем и еще раз провязываем. Вот, и так мы с вами вяжем до конца ряда. Сюда дойдете, и я покажу, как это соединить, чтобы было ровненько. Так, смотрите, довязали до конца ряда, маркер убрали, и нам понадобится крючок. Вот, берем крючок, вставляем в основание петли, вот смотрите, которая у нас вот здесь первая дошла, мы вот туда вставляем, протаскиваем, вытаскиваем петлю, и нам надо вот эту петлю продеть через эту. То есть мы вот так вот ее продеваем. Можете ее вернуть. Вот видите, наша дорожка сомкнулась. Ставим маркер. И теперь мы с вами вяжем лицевыми все петли. Вот, все петли просто лицевыми. 3 сантиметра нам надо связать. Вот так вот. Вяжем 3 сантиметра. Так, смотрите, связали мы 3 сантиметра лицевой гладью. Дальше мы вяжем. Опять нам надо связать вот такую вот дорожку. Так, после маркера первую провязали, вторую провязываем, первую накидываем на нее и провязываем еще раз. Я перешла уже на длинные спицы, на 80. Опять провязываем лицевую, предыдущую накидываем и провязываем еще раз. Опять провязываем лицевую, предыдущую накидываем
провязываем еще раз. И так мы делаем, вяжем эту дорожку до конца ряда. И я покажу опять еще раз, как мы ее будем соединять крючком. Так, смотрите, довязали до конца. Убираем маркер. Берем крючок и вводим в основание. Вот наша петля. В основание захватываем нить, протягиваем. И нам надо вот эту вот предыдущую петлю через нее протянуть. Смотрите, чтобы у нас не слезла. Вот эту через предыдущую. Вот так вот. Чуть-чуть подтянули. И вот у нас будет такое соединение. Ставим маркер. И вяжем теперь один ряд лицевыми. Просто лицевыми до конца ряда вяжите. Смотрите, довязали лицевыми до конца ряда. Маркер мы перебрасываем и вяжем теперь таким образом. 4 лицевых, накид, 4 лицевых, накид, 4 лицевых, накид. И так до конца ряда. 4 лицевых и накид. Вот. И в конце у вас, если все верно по петлям, то должно получиться, вы закончить должны накидом. Вяжите так до конца. 4 лицевых, накид. Так, закончили вот накидом. Перебрасываем маркер. И следующий ряд мы вяжем все петли лицевыми. И вот накид мы вяжем вот так вот. И скрещивать ничего не надо, пусть будет дырочка. Вот такая вот. И вяжем просто все лицевыми до конца ряда. Довязали до конца ряда все лицевыми. И опять мы делаем теперь дорожку. Такую же дорожку. Лицевая, вторая лицевая, предыдущую накидываем. Опа, бежало все. Предыдущую накидываем и провязываем снова. Лицевая, накидываем и провязываем снова. И так мы с вами вяжем опять до конца ряда. Потом мы соединяем наши крючком обязательно нашу строчку, чтобы было все ровно и красиво. И вяжете еще 3 сантиметра лицевыми. То есть мы вот наш рисунок сейчас вот так вот пройдемся, да, дорожку, и вяжем опять 3 сантиметра лицевыми. Вот смотрите, девочки, как у нас вот эта кокетка получилась, да? Вот у меня. Расскажу, да, как я дальше вязала. Получается, наборный ряд мы набираем, да, прибавляем через 3 петли. Далее мы вот эти вот дорожки делаем, 3 сантиметра вяжем просто лицевыми, опять делаем дорожку, ряд лицевой, прибавляем через 4 петли, опять ряд лицевой, дорожку, опять вяжем 3 сантиметра лицевыми. Далее опять наша дорожка, ряд лицевыми, через 5 петель делаем накид. Далее опять ряд лицевыми и дорожка.
опять 3 сантиметра провязываем лицевыми, делаем опять дорожку, ряд лицевой, через 6 петель делаем накид, опять ряд лицевой, дорожка. После дорожки опять мы 3 сантиметра вяжем лицевыми, опять у нас дорожка наша, ряд лицевой, через 7 петель мы делаем накид, ряд лицевой и дорожка. Дальше я провязала 3 сантиметра просто лицевыми. Все, моя кокетка закончена. У меня будет на размер, объем груди 100. Вот. И вот эта линия у вас должна быть линия как реглан. Вы вяжете, да, линия реглана. Все, вот тут закончили. Мы будем вязать росток. Росток мы будем вязать в следующем видео. Я разделю видео на 2 части. Вот эта часть я сейчас закончу это видео, и в следующее уже буду вывязывать росток и там рукава отдельно и туловище. Вот это у нас кокетка реглан получается. Вот, если у вас грудь больше, то вы можете еще связать, прибавить через 8, да, петель, сделать накиды. Либо, если совсем большие объемы, то тогда уже вот это расстояние сократить, вязать, допустим, не 3 сантиметра, а 2. Вот, да, по 2 сантиметра вязать. И тогда у вас будет прибавок больше, и, соответственно, размер у вас будет больше. Так. Сейчас я вам померю. Вот смотрите, мой реглан, да, вот я буду в центре мерить. Получается 24 сантиметра у меня получилось. Мне этого достаточно. В ширину, да, вот мерим вот так вот начало. Это 33 сантиметра. И здесь сильно я растягивать не буду. Было 33, а стало 60 сантиметров. Вот это у меня кокетка. Она очень красиво смотрится она, и можно вязать платье, можно вязать летние футболки такой кокеткой. В общем, вяжите кокетку, пока вы свяжете, я как раз запишу уже второе видео, продолжение. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не потерять, чтобы вы уже были в курсе, когда новое видео выходит, и вам уже будет приходить уведомление. Всем пока!